Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Колесо фортуны. В чем вам повезет? И в этом видео мы используем две колоды. И карты пасьянса, и колоду карт Таро, которая подается с позиции позитивной психологии. Ее прорисовала великолепная художник и очень мудрый таролог Колет Барон Рид. Давайте мы сначала узнаем, каковы энергии видят карты Таро. Что вам будет помогать? Основной наш вопрос. Период, который возможен по этим картам, конечно, предугадать сложно. У каждого по-своему, у кого-то в пару дней может проиграться. Но я так ставлю, что где-то неделя-две, возможно, так. Лучше после повторить еще раз. Итак, что же вам будет помогать, мои дорогие овны? Как видят карты? Король Земли. Прагматизм вам будет помогать. Просчет. Когда вы себе настроили себя на то, чтобы себе не навредить. У кого-то к удачному решению сложатся материальные вопросы. Или ведь это король Земли у нас большой консерватор. Отчасти консерватизм вам будет помогать. Король Земли сделал себя сам. Вот и вам, мои дорогие овны, придется принимать важные решения, но не на импульсе основаны, а которые на просчете, когда, может быть, восхитить развитие событий или, по крайней мере, допустить, что в любой момент что-то может пойти не так, что я буду делать, и в итоге, какой я результат получу. Вот такая неспешность, кстати, король Земли у нас никуда не торопится и не спешит, но это вам будет помогать. Вообще, нам говорят о достаточно стабильном периоде, потому что все, что по королю Земли, это когда мы можем отчасти, конечно, надеяться сами на себя, но в этой колоде карт подразумевается, как и богатство, бизнесмен, надежные люди будут помогать вот так же, кстати. Будьте внимательны к своему окружению. Поэтому просчет от начала до конца. У кого-то иногда по королю Земли идут наши близкие, наши партнеры по браку. Или, может быть, брака еще нет, но ваша дружба, она вполне вероятно предусматривает переход на другой уровень. Надежность вообще по этой карте. Давайте мы спросим, какие еще энергии вам будут помогать. Ну все, больше я ничего не достаю, мои дорогие овны. Карта мага. И тут, правда, сильная позиция. И этот период, если мы говорим 2 недели, вот отсчитайте от той даты, когда выходит видео, где-то середина июля для себя сделать что-то очень важно хорошее. Нет ничего невозможного, но дополняет карта мага по энергетике как раз карту король Земли. Мы говорим, ну хорошо, где-то консерватизм, но я дополнила просчитать что-то. И, может быть, допустить как раз альтернативный вариант развития событий. По магу идет алхимия. Алхимия – это сочетание силы духа, то, что, чем вы обладаете, и где-то мастерства. Если будет только одна сила духа или одно мастерство, мы не добьемся успеха. Поэтому, с одной стороны, может быть, вы столкнетесь где-то и с людьми, которые будут великие манипуляторы. Значит, вы сами в таких энергиях. И поэтому для себя какую-то траекторию задать и корректировать ситуацию, обстоятельства, мои дорогие, у вас будет сильная позиция. Но это ни разу не про эмоции. Это совершенно другая энергетика. Вот посмотрите, Земля – это все то, что крепко, надежно, то, что мы можем где-то спрогнозировать. Конечно, не до деталей, но тем не менее, когда мы сами себе этих неожиданностей не создаем точно, и нас ничто не должно застать врасплох по карте мага. Вот такая алхимия до середины ориентировочно июля в таких энергиях. Это то, что вам будет помогать. Хорошо, идем дальше. И колесо фортуны. Давайте посмотрим на картах пасьянса. Они рассказывают о событийном ряде. Я буду смотреть внимательно, что у нас сойдется. И вы тоже смотрите, пожалуйста, если я что-то пропущу, напишите. И мы это обсудим.
И я вижу, у нас сошелся, у вас, мои дорогие овны, сошелся кубок. Для кого-то из вас это может быть как праздник. Понятно, что покупку застолья или какое-то счастливое событие, может быть какая-то дата, или вы куда-то будете приглашены. По части, не случайно первая выпадает карта. У кого-то это будет даже означать то, что вы удачно решите материальные вопросы. И буквально будет праздник. Или вопросы, которые связаны с вашей работой. Или с какими-то важными согласованиями. Может быть и так. Хотя карта может также говорить, это вы, как я уже сказала, будете куда-то приглашены. И там для вас как новое общество, новый социум. Поэтому будьте внимательны в этот период, это точно. Идем дальше. Будем смотреть. И сердце тоже не совпадает. Тут как раз сердце, два сердца, имеется в виду любовь, а то, которое раненое, то в разных проекциях. Но любовь, роза. Это не только любовь, а это какие-то отношения, нам говорят, которые будут иметь прекрасное продолжение. По этому знаку в этой колоде карт роза еще может говорить о очень важном человеке в вашей жизни. Это, как знаете, какие-то отношения словно благословлены, вот можно и так сказать. Смотрю, что еще совпало. Спокойствие, уверенность. Посмотрите значение якоря. Все то, что я перечислила по королю Земли, видимо, действительно, находясь в таких энергиях, когда вы все просчитываете, куда-то вы не торопитесь. Но если мы говорим про период до середины июля, как раз стабильная устойчивая позиция, положение в обществе, для себя сделать что-то очень хорошее или укрепить свои позиции. Более чем. Я вижу, сразу совпадает кольцо. И это прочный союз. У кого-то в личной жизни вот это самое застолье или праздник на самом деле так тоже может проиграться. Или какие-то счастливые новости. Но, мои дорогие овны, есть человек, как минимум один, на которого вы можете опереться. Это уже немаловажно. И я вижу, у нас здесь выпадает флаг. И флаг в этой колоде будет означать перемены на работе или в учебе, или в роли вашей деятельности, в занятости. Вот какие-то перемены, может быть, это и вокруг вас происходит, но так или иначе оказывает влияние на вас тоже. Какой-то действительно счастливый случай. Что-то будет складываться в вашу пользу. Это важно не упустить. Карта мага. Смотрю, что у нас из этого ряда еще сошлось. Пока не вижу. Давайте достану, и мы посмотрим еще раз более внимательно. Счастье выпадает, подкова выпадает. Это сильная позиция. И кроме этого, знаете, это еще как удача. Или вообще, вот в конце, да, нашего пасьянса, благоприятный период в жизни. Дважды, как и на работе, в учебе или по вашему бизнесу что-то происходит, то, что для вас играет в плюс. Или где-то от ваших собственных действий. Вы себе сейчас хорошую траекторию можете проложить. И спокойное течение жизни, оно того стоит, это точно. И это ведь не есть, как, знаете, все замерло. Нет, движение определенно есть. Но больше позитивных каких-то энергий для вас, мои дорогие овны. Смотрим, что у нас совпало еще.
И я не вижу других совпадений. Напишите мне, если вы их обнаружили. Но совпадают где-то по энергетике карты как и Таро, так и карты пасьянса. Удачный период жизни, мои дорогие овны. Причем никогда что-то наскоком делать. И, ну, когда приходится нам иногда расхлебывать какой-то вчерашний борщ. А вот нет, тут движение вперед, но в таких спокойно уверенных энергиях. Действительно, очень позитивный период жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.